Друзья мои, сегодня наше расследование «Брат против брата». Друзья мои, давайте на минуту закроем скучные школьные учебники. Когда мы слышим имя Ярослав Мудрый, какая картинка сразу всплывает в голове? Ну, признайтесь, сидит такой благообразный, стерильный дедушка с аккуратной седой бородой, держит в руках раскрытую умную книжку и сосредоточенно строит Софийский собор в Киеве. Ну, и еще потом он очень выгодно выдал своих дочерей замуж за европейских королей. И все. Фигура кажется максимально правильной и не особо интересной. Ну, Ярослав, мудрый, молодец. Из-за этого приторного глянца за персонажем вообще не видно живого человека. А читать про идеальных людей – тоска смертная. Но давайте снимем этот золотой оклад. Настоящая история Ярослава гораздо жестче, динамичнее и человечнее. Это история мальчика-инвалида, который, вопреки всему, выжил в мире, где слабых просто затаптывали. Давайте размотаем этот клубок с самого начала, перенесемся в конец X века. Ярослав родился примерно в 978 году. Чтобы вы понимали, в те времена семья – это вообще не то, что мы представляем сегодня. Никаких уютных вечеров у камина. На Руси вовсю правит язычество. У великого князя Владимира, отца нашего героя, жен было столько, что историки до сих пор путаются в списках, а наложниц в загородных резиденциях – сотни. Дети от разных жен росли в огромном тереме, фактически не зная отцовской ласки. Отец для них был не папой, а грозным правителем, который постоянно пропадал в военных походах. А матери этих детей отчаянно конкурировали между собой. Каждая хотела, чтобы именно ее сын выжил и унаследовал престол. Это была не семья, а полигон для выживания. И вот в этой атмосфере рождается Ярослав. И рождается он хромым. Ученые в 20 веке детально исследовали скелет Ярослава Мудрого и подтвердили, у него с рождения была патология тазобедренного сустава, одна нога короче другой, а позже добавилась еще и травма колена. Представьте себе мир викингов, время, когда мужчина ценился исключительно по одному критерию – насколько сильно он может ударить мечом и как крепко держится в седле. Вокруг Ярослава растут здоровые, сильные братья, а он не может с ними даже побегать. Наверняка над ним смеялись, наверняка его считали бракованным наследником. Но именно эта физическая слабость заставила мальчика развивать то, чего у братьев не было. Железную волю, невероятную осторожность и очень-очень острый ум. Пока другие дрались на деревянных мечах, Ярослав учился думать на 3 шага вперед. Мамой Ярослава была полоцкая княжна Рогнеда. И тут скрывается главная драма его детства. Отец Ярослава Владимир взял Рогнеду в жены силой. Перед этим он пришел с войском в ее родной Полоцк, убил ее отца и братьев прямо у нее на глазах, а саму ее насильно увез в Киев. Рогнеда всю жизнь жила с этой незаживающей раной. Она искренне ненавидела Владимира. Маленький Ярослав рос и видел эту тихую, жуткую ненависть своей матери к отцу. И вот, когда Ярославу было около 9 лет, случилась катастрофа. Рогнеда решилась на месть. Ночью, когда Владимир спал, она подошла к нему с кинжалом, но князь внезапно проснулся и перехватил ее руку. Разъяренный Владимир приказал жене надеть свадебное платье и приготовиться к смерти. Он собирался лично казнить ее мечом. Рогнеду спас старший брат Ярослава Изяслав. Он вошел в палату с маленьким мечом в руках и встал между родителями. «Отец, ты здесь не один». Владимир растерялся, опустил оружие и казнить жену не стал. Владимир принял решение. Рогнеду нужно убрать с глаз долой. Ее вместе со старшим сыном Изяславом выслали из Киева. А что же наш хромой Ярослав? А вот Ярослава мать с собой забрать не смогла. По суровым законам того времени сыновья принадлежали отцу и его династии. 9-летнего хромого мальчика оставляют в Киеве. Маму выгнали, старший брат уехал, отец его не любит и почти не замечает. Ярослава отдают на воспитание суровым дружинникам-воспитателям, их называли кормильцами или дядьками. С этого момента он фактически сирота при живых родителях. Его учат государственным делам, и его готовят стать наместником, но ласки и тепла в его жизни нет вообще. Есть только холодный расчет и понимание, в этом мире ты можешь рассчитывать только на себя. И вот Ярославу 10 лет.
В этом возрасте ребенок – это уже не пластилин, из которого можно вылепить все, что угодно. Это вполне осознающий себя человек. Да, он хромает, но он ходит сам, опираясь на посох, и внимательно смотрит по сторонам своим цепким и недетским взглядом. И что же он видит вокруг себя за эти первые 10 лет жизни? Он растет в абсолютно языческом мире. Для маленького Ярослава боги – это не персонажи легенд, а суровая повседневность. На холме над Киевом стоят огромные деревянные истуканы с серебряными головами и золотыми усами. Им молятся, их боятся, им приносят дары. И да, друзья, как бы ни спорили историки, человеческие жертвоприношения на Руси тогда были суровой реальностью. Буквально за несколько лет до крещения его собственный отец, князь Владимир, в жертву богам приносит людей, христиан-варягов, Федора и его юного сына Иоанна. Представьте, 10-летний Ярослав растет в атмосфере, где смерть – это обычное дело, а боги требуют крови. Для того, чтобы урожай взошел, а дружина победила. Для него это не жестокость, это просто законы физики того времени. Хочешь дождя – задобри Перуна. И тут происходит 988 год. Для Ярослава и всех киевлян крещение Руси не было просто сменой государственной религии. Это был тектонический сдвиг, который полностью разрушил их реальность. Давайте переведем на наш язык. Представьте, что завтра утром по всем каналам объявляют: интернет, смартфоны, электричество и деньги – это теперь происки дьявола. С сегодняшнего дня мы все это выбрасываем в реку, разбиваем экраны кувалдами, а жить будем при лучинах, писать на бересте, рассчитываться ракушками. А кто не согласен, тот личный враг государства. Примерно такой же силы шок испытал 10-летний Ярослав. Все ориентиры, вся система безопасности, по которой он жил в один день, превратилась в труху. На глазах у мальчика вчерашних великих богов начинают публично унижать. Главного бога Перуна, перед которым Ярослав с детства трепетал, привязывают к конским хвостам. Солдаты Владимира волочат его по грязи через весь город, нещадно лупят палками, а потом со свистом и улюлюканьем сбрасывают в Днепр. Ребенок смотрит на это и понимает: боги бессильны, они не покарали отца молнией, они не превратили воинов в пепел. Сила оказалась на стороне папы Владимира и его дружины. Именно в этот момент в голове у будущего мудрого откладывается важнейший урок. Религия – это самый мощный инструмент власти, который только существует на земле. А дальше начинается массовое действие. Весь Киев сгоняют к Днепру. Люди заходят в холодную воду, кто-то плачет от страха, кто-то злится. Но идти надо, потому что с князем Владимиром шутки плохи. Конечно, княжескую семью крестили отдельно и торжественно. И здесь наш хромой Ярослав переживает еще один личный переворот. Его опускают в воду и нарекают новым христианским именем Юрий или Георгий в честь святого воина Георгия Победоносца. Для людей того времени имя имело сакральное значение. По сути, у мальчика теперь две личности. Для дружины, подданных и истории он остается Ярославом, сыном грозного язычника Владимира. А перед новым христианским богом в тишине молитвы он теперь Юрий, воин, который должен победить своего внутреннего дракона. Маленький хромой Юрий выходит из крестильной купели в совершенно новый мир. Старые боги уплыли по Днепру, мамы Рогнеды рядом нет, а впереди неизвестность. И эта неизвестность очень скоро постучится в его двери в виде приказа отца отправляться на службу. Друзья мои, прежде чем мы сделаем следующий шаг, давайте просто зафиксируем одну важную вещь. Итак, Русь приняла христианство. В страну наконец-то пришла письменность, появились первые книги. Наш Ярослав, тот самый хромой мальчик, которому было так тяжело соревноваться со здоровыми братьями на тренировочном плацу, начинает учиться читать и писать. Для него это не просто скучные уроки. Книги становятся его огромной любовью на всю жизнь. Но мы не будем сейчас долго зацикливаться на его библиотеке. Мы и так прекрасно знаем, что Ярослава назовут мудрым именно за его ум и начитанность. Оставим его пока за книгами. Потому что прямо сейчас нам нужно разобраться с декорациями, на фоне которых развернется главная, самая загадочная трагедия той эпохи. Трагедия, над которой историки ломают головы до сих пор. Но перед тем, как мы начнем наше расследование, я хочу сделать очень важное заявление. Мой рассказ – это вообще не про современную геополитику. Я за историю, такую, какая она и есть на самом деле. Друзья, я прекрасно понимаю, на какую тонкую и хрупкую тему мы сейчас заходим.
В наши дни любой разговор о Древней Руси неизбежно пытаются превратить в политическое поле боя. Но давайте сразу договоримся. Наш рассказ не трибуна для лозунгов. Я искренне люблю историю. Люблю ее за сложность, глубину и за то, что она просто была именно такой. Прошлое уже случилось. Мы не можем его переписать или перепридумать, чтобы кому-то угодить. Давайте отнесемся к истории с простым человеческим уважением. Давайте я вам буквально на пальцах объясню, как выглядела карта времен князя Владимира. Сегодня в комментариях часто спорят, да, Русь – это только Киев, а Новгород тогда вообще был сам по себе и к Руси отношения не имел. Друзья мои, давайте отбросим сегодняшние границы и включим простую логику. Смотрите, князь Владимир, сидя в Киеве, назначает своих сыновей и посадников, наместников, в Новгород, в Ростов, в Муром, в Туров, в Полоцк. Почему он рассаживает своих людей именно туда? Ну, давайте сравним. Князь Владимир при всем желании не мог назначить своего сына править в Прагу. Почему? Потому что Прага – это Чехия. Там сидели свои собственные князья. Владимир не мог отправить своего наместника в Болгарию или в Византию. Там правила своя династия. А вот в Новгород, Ростов и Муром отправлял спокойно, потому что все это огромная единая территория, которая принадлежала одной большой семье Рюриковичей. Да, эта страна была лоскутной, невероятно разной, местами дикой, но это была страна Русь. Нравится это кому-то сегодня или нет, но такова историческая реальность. И давайте уважать ее факты. Друзья мои, а теперь давайте включим простую логику и попробуем представить, как вообще можно было управлять такой гигантской страной в X веке. Посмотрите на карту, территория огромна, при этом никаких дорог в нашем понимании нет, только дремучие леса, болота и реки, никакого интернета, телефонов или почты. Чтобы отправить приказ из Киева в Новгород, гонцу на лошади нужно было скакать больше месяца только в одну сторону. Как в таких условиях контролировать сбор налогов и держать оборону границ? Если посадить в далеком городе обычного наемного человека, боярина, он очень быстро сообразит, киевский князь далеко, ехать к нам долго. А значит, можно собирать все деньги себе, слать Киев лесом и объявить себя независимым королем. Поэтому у князя Владимира был только один надежный инструмент удержания власти – его собственная семья. Он решает рассадить по ключевым городам своих сыновей. Они плоть от его плоти. Они его боятся, уважают и будут собирать дань, налоги для семейного бюджета. И вот Владимир берет карту и начинает свою главную кадровую расстановку. У князя Владимира было очень много сыновей от разных жен. Историки насчитывают больше десятка. Но если мы начнем разбираться в судьбе каждого, наш ролик превратится в бесконечный турецкий сериал, где все со всеми ссорятся, а зритель уже на 3-й серии забывает, кто кому кем приходится. Поэтому мы безжалостно отсекаем все лишнее. Для нашей истории нам нужны только 5 человек. Именно они разделят между собой карту Руси и сыграют главные роли в нашей драме. Давайте разложим карту и познакомимся с каждым поближе. Итак, номер 1 – старший сын Святополк. Его Владимир отправляет в Туров. Это юг современной Беларуси, историческое Полесье. Что это за место? Это вековые непроходимые леса и бесконечные топи. С одной стороны глушь и сырость, с другой – важнейший стратегический форпост. Это западные ворота Руси, прямая граница с сильной и зубастой Польшей. Кто его мать? А вот здесь начинается настоящий византийский детектив. Его матерью была пленная гречанка, бывшая монахиня. Ее когда-то привез из похода князь Святослав, дедушка нашего Ярослава, за невероятную красоту и отдал своему старшему сыну Ярополк. Когда между братьями Ярополком и Владимиром началась война за власть, Владимир победил. Он приказал убить своего брата Ярополка, а его беременную жену-гречанку забрал себе в качестве трофея и наложницы. Вскоре у нее родился мальчик Святополк. Летописцы его так и называли – сыном двух отцов. Формально Владимир усыновил мальчика, чтобы не плодить слухи, но в тесном княжеском кругу все прекрасно знали правду. Отношения у них были хуже не придумаешь. Владимир всю жизнь видел в Святополке не наследника, а живое напоминание о своем страшном грехе – братоубийстве.
Он откровенно не любил этого парня и жутко его боялся, ожидая от него ножа в спину. А теперь представьте, каково рослось Святополку. Мальчик с раннего детства знал, что человек, который называет себя его папой и заставляет ходить в церковь, это убийца его настоящего биологического отца, который силой взял его мать. Святополк вырос мрачным, скрытным, невероятно злопамятным и расчетливым. Он не чувствовал себя частью семьи Владимира. В Турове он сидел как в почетной ссылке. Он не просто ждал смерти отца, в кавычках отца. Он активно искал союзников на Западе, женился на дочери польского короля Болеслава Храброго и вовсю готовил заговор, чтобы отомстить за своего настоящего отца и забрать Киев себе. Второй сын Ярослав. Нашего главного героя отец сначала отправил в глухой лесной Ростов. Но когда на севере внезапно умер старший брат Вышеслав, Владимир пересаживает Ярослава в богатый Новгород. Что это за место? Ну, это торговый рай. Через него рекой текли скандинавское серебро, оружие, дорогие ткани и меха. Новгородский князь контролирует огромные финансовые потоки. Но новгородцы были капризными, свободолюбивыми и чуть что могли выгнать князя за шеи. Ярославу пришлось учиться договариваться и крутиться. Напоминаю, мать Ярослава Рогнеда и страшную семейную драму я рассказала выше. Также напомню, что с самого рождения Ярослав сильно хромал. Одна нога короче другой и усохла из-за дефекта суставов. Понимая, что на поле боя мечом он много не намашет, он ушел с головой в книги. Он стал одним из самых образованных людей своего времени, читал ночами напролет, учил языки, вникал в законы и бухгалтерию. Он вырос невероятно осторожным, расчетливым, холодным и злопамятным. Он умел годами копить обиды, просчитывать ходы наперед и бить точно в цель, когда враг этого совсем не ждет. Отношения с отцом чисто деловые и холодные. Владимир видел в нем полезного, но проблемного администратора. Мстислав, третий по старшинству среди наших главных героев. Если Ярослав – это мозг нашей истории, то Мстислав – это ее мускулы, харизма и безумная отвага. Настоящий альфа-самец XI века. Владимир отправил его на самый край географии в загадочную Тьму-Таракань. Что это за место? Сегодня слово Тьму-Таракань мы используем, когда говорим о какой-то глуши и дыре. Но в те времена это был невероятно богатый, бурлящий южный порт на стыке Черного и Азовского морей. Район Тамани и Крыма. Кругом бескрайняя степь, дикие кочевники, постоянные стычки и звон сабель. Место, где слабые просто не выживали физически. Кто его мать? Историки спорят до сих пор. По одной версии, его матерью была чешская княгиня Аделия. По другой, та же полоцкая княжна Рогнеда, что делает его родным братом нашего Ярослава. Но если Ярослав унаследовал от матери ее душевную травму и ушел в холодную осторожность, то Мстислав взял от породы Рюриковичей все самое яркое, бешеную энергию, страсть к битвам и воинскую удаль. Какие отношения у Мстислава были с отцом? Ну, такие, с глаз долой и сердца вон. Владимир отправил сына на южную границу еще подростком и фактически предоставил самому себе. Мстислав не просил у Киева денег, не лез в отцовские интриги, но и Киеву не подчинялся. Он построил у себя свое собственное, абсолютно независимое мини-государство с мощной, преданной лично ему армией. Мстислав сидит на своем южном престоле, пьет византийское вино и спокойно правит своим суровым краем. В киевские интриги он пока не лезет. У него слишком много дел на южных рубежах. Мы оставляем этого красавца и воина на берегу Черного моря. Четвертый из нашей ключевой пятерки – Борис. Это полная противоположность своим суровым старшим братьям. Пока те выживали в диких лесах, сидели в подвалах и воевали на границах, этот мальчик рос в атмосфере абсолютного тепла, заботы и роскоши. Владимир формально отправил его править в Ростове. Место спокойное, глухое, надежно укрытое от бурь и больших дорог вековыми дубами. Кто мать Бориса? В летописях ее называют просто болгарыня. Историки предполагают, что это была знатная болгарская принцесса. Именно поэтому Борис и его родной младший брат Глеб держались особняком от старших сыновей Рогнеды и Гречанки.
Борис вырос поразительно кротким, набожным и послушным юношей. Он был прекрасно образован, безумно любил читать жития святых и молиться. При этом он не был каким-то хлипким затворником. Борис вырос статным, красивым, сильным парнем, которого уважали в дружине. Просто его характер был совершенно не агрессивным. Он искренне не любил насилия, не умел плести интриги и верил в справедливость, любовь и честность. Отец его обожал. Стареющий Владимир души не чаял в Борисе. Князь почти не отпускал сына в его далекий Ростов, постоянно держал при себе в Киеве, баловал, одаривал подарками и окружал максимальным вниманием. Борис отвечал Владимиру абсолютной искренней преданностью. В отличие от старших братьев, которые видели в отце грозного тирана и опасного конкурента, Борис видел в нем любящего, мудрого родителя. Он рос идеальным сыном, послушным, верным и бесконечно благодарным за эту золотую клетку, которую отец построил вокруг него в Киеве. И самый младший из нашей ключевой пятерки – это Глеб. В этой истории он еще ребенок, подросток, который по воле судьбы оказался среди суровых взрослых мужчин и их страшных политических интриг. Владимир отправил его править на самый восточный рубеж в Муром. Что это за место? Если Ростов Бориса считался тихой глушью, то Муром тех времен – это настоящий дикий край. Жили там суровые язычники из племени Мурома, которые вообще не хотели принимать киевскую власть и новую веру. Они были настолько агрессивны, что юного Глеба поначалу даже не пускали в город. Мальчику пришлось обустроить свой лагерь за пределами городских стен на берегу реки Оки и жить там в окружении своей небольшой дружины. Кто его мать? Та же самая знатная болгарыня, что и у Бориса. Глеб был родным и самым любимым младшим братом Бориса. Эти двое мальчиков всегда держались вместе, как единое целое, и были невероятно привязаны друг к другу. Глеб вырос удивительно мягким, добрым и бесконечно доверчивым ребенком, настоящий маленький принц Древней Руси. Он совершенно не знал, что такое злость, зависть, коварство или жажда власти. Юноша искренне верил, что мир устроен на любви, а все люди вокруг добрые. В его характере не было ни единой капли той стальной жестокости, подозрительности и холодного расчета, которые с детства ковали в себе его старшие братья Святополк и Ярослав. Как к самому младшему, Владимир относился к Глебу с огромной родительской нежностью и теплотой. Да, его отправили на восток страны, потому что так требовали государственные интересы. Но отец всегда старался опекать младшенького и беречь его от любых суровых потрясений. Как относился мальчик к отцу, Глеб буквально боготворил отца. Для него Владимир был не грозным, пугающим правителем огромной державы, а великим, добрым и самым лучшим папой на свете. Точно так же Глеб обожал и своего старшего брата Бориса. Тот был для него непререкаемым авторитетом и главным примером для подражания. Юный Глеб жил в полной уверенности, что его семья – это самая безопасная любящая гавань, где ему никто и никогда не причинит вреда. Друзья мои, перед тем, как в нашем деле прольется первая кровь, давайте разберемся с важнейшим вопросом. А каков был закон? Как вообще в те времена передавалась власть от умершего князя к живому? Если вы думаете, что на Руси тогда существовала какая-то конституция, завещание с печатями или четкий регламент, мол, с мертвого папы корону сняли, на голову наследника надели, то забудьте, ничего такого не было. Тот самый знаменитый и жутко запутанный закон о престолонаследии, историки называют его листвичным правом, когда власть переходит строго от старшего брата к младшему, а потом к племянникам, намудрил наш Ярослав Мудрый. Но это будет сильно позже. А на момент 1015 года, когда на троне сидит Владимир, никакого писаного закона в стране не существовало вообще. Вместо законов тогда правили две вещи – неписанный обычай и право сильного. По общему, неписанному правилу, которое все молча принимали, главным наследником считался все-таки старший сын. Логика простая. Ты первый родился, ты самый взрослый, ты автоматически занимаешь отцовское кресло в Киеве, когда папы не станет. Остальные братья должны были тебе подчиняться и разъезжаться по городам поменьше. Это считалось справедливым.
Но у этого обычая была одна огромная проблема. Поскольку на бумаге он зафиксирован не был, его ценность равнялась нулю, если у кого-то из младших братьев оказывалось больше наглого упорства и больше солдат. Или если великий князь при жизни не любил старшего сына, он мог легко попытаться переиграть обычай и пропихнуть на главное место своего любимчика. Но это автоматически означало одно – войну. Потому что обиженный старший брат никогда бы с этим не смирился. А никакого верховного суда, чтобы разрешить спор мирно, на Руси не существовало. Все споры решались исключительно топорами. Понимаете, в какую ловушку попала Русь? Все держалось исключительно на авторитете стареющего Владимира. Пока он был жив и силен, все сидели смирно. Но как только этот авторитет пошатнется, система беззакония неизбежно должна была рвануть. Ведь обычай говорит одно – власть старшему. А вот отцовское сердце Владимира хочет совершенно другого. А теперь смотрите, друзья мои, какая грандиозная мина замедленного действия закладывается под Киевский престол. У нас на руках есть две вещи, которые физически не могут существовать вместе. Обычай, который говорит, что править должен старший, и хотелка князя, который хочет пропихнуть своего любимчика. И вот стареющий Владимир делает ход конем. Он не просто обнимает младшего сына Бориса и шепчет ему ласковые слова. Накануне рокового 1015 года Владимир делает вещь, которую в XI веке все окружающие поняли вообще без слов. Он берет и отдает Борису под управление главную киевскую дружину. Давайте переведем на наш язык. Дружина тогда это не просто армия. Это одновременно и спецназ, и гвардия, и совет директоров всей страны. Кто контролирует киевскую дружину, тот контролирует Киев. Отдать ее младшему сыну Борису – это все равно, что перейти к нотариусу и выписать на него генеральную доверенность на всю государственную недвижимость и банковские счета. Владимир подал четкий громкий сигнал: «Плевать я хотел на ваши обычаи, моим наследником будет Борис». А теперь давайте перенесемся на наши дикие западные болота, в город Туров. Там сидит старший сын Святополк. Давайте на секунду встанем на его место и включим эмпатию. Вы старший сын в огромной семье. Да, вы помните страшную тайну своего рождения. Вы знаете, что Владимир не родной вам отец, а убийца вашего настоящего папы Ярополка. Вы знаете, что он силой взял вашу мать. И вы всю жизнь терпели этого грозного отчима. Вы годами сидели в этой болотной ссылке на границе, утешали себя одной единственной мыслью. Ничего, старик не вечен. По обычаю я старший. Скоро он умрет, и я заберу свой законный Киев. Справедливость восторжествует. И вдруг до Турова долетают новости. Владимир отдает всю киевскую армию младшему Борису. В этот момент у Святополка просто срывает резьбу. В его голове складывается идеальный пазл вселенской несправедливости. Мало того, что этот человек убил моего родного отца и сломал жизнь моей матери, так он теперь еще и мое законное наследство, мой трон, упаковывает в подарочную коробку и дарит своему смазливому любимчику. Святополк понимает, если он сейчас промолчит и продолжит послушно сидеть в своем Турове, то в ту же секунду, как Владимир закроет глаза, кроткий Борис с огромной армией за спиной сядет в Киеве. И тогда Святополка либо сгноят в этих болотах, либо просто тихо уберут. Ждать больше нельзя. Обычай растоптан отцовской любовью Владимира. Вся система полетела к чертям. И Святополк решает, если закон больше не работает, значит пора включить право сильного. Он начинает тайно собирать войска, договариваться с тестем, польским королем, и готовить масштабный военный переворот. Именно в этот момент мирная Русь заканчивается. Пороховая бочка готова взлететь на воздух. Старый князь Владимир хоть и старел, но хватку не терял. До его ушей быстро доходят слухи, что старший сын в Турове не просто обижается, а шлет тайные депеши в Польшу и вовсю пакует чемоданы для переворота. Владимир действует жестко. Он отправляет спецотряд. Святополка вместе с его польской женой вяжут, привозят под конвоем в Киев, бросают в сырой каменный подвал. Старший брат нейтрализован. Казалось бы, план Владимира работает. Борис может спать спокойно. Но тут прилетает удар, откуда не ждали.
Наш хромой умник Ярослав сидит в богатом Новгороде, смотрит на эту картину и включает свою фирменную холодную логику. Так, старший брат в тюрьме, а младший Борис – любимчик с армией в Киеве. Если я сейчас промолчу, папа придет за мной следующим. И Ярослав делает максимально дерзкий шаг. Он объявляет отцу финансовый бойкот. Новгород был обязан каждый год присылать в Киев гигантскую дань – 2000 гривен серебра. Это были сумасшедшие деньги, горы драгоценного металла. Ярослав просто запирает сейф и говорит: больше Киев от нас не получит ни монеты. На эти утаенные налоги Ярослав делает то, что умели делать все суровые северные парни. Он отправляет гонцов за море и нанимает огромную армию свирепых шведских викингов. Новгород превращается в военный лагерь. Хромой князь готов воевать с собственным отцом. Когда Владимир узнал о бунте Ярослава, в Киеве дрожали стены. Сказать, что он был в ярости, не сказать вообще ничего. Родной сын, калека, которого он сам посадил в Новгород, ворует семейные деньги и нанимает шведов. Владимир бьет кулаком по столу и отдает приказ: расчищайте дороги, копайте мосты, мы идем в поход на Новгород. Я лично проучу этого хромого щенка. Ситуация накаляется до абсолютного предела. На севере Ярослав ждет отца с топорами. В Киеве Владимир собирает полки. Но, чтобы обезопасить южные границы от вечных врагов кочевников-печенегов, пока он будет воевать с сыном, Владимир отправляет любимчика Бориса со всей киевской армией на юг в степь. И вот, секунда до взрыва. Войска готовы. И в этот самый момент, в разгар подготовки к войне, в загородной резиденции Берестова у старого Владимира внезапно прихватывает сердце. 15 июля 1015 года великий князь, креститель Руси, скоропостижно умирает. И вот тут начинается настоящий хоррор. Вокруг мертвой туши князя моментально закручивается шпионский заговор киевских бояр. Представьте панику в княжеском тереме. Правитель мертв. Любимчик Борис со своей армией ушел далеко в степь. Связи с ним, сами понимаете, никакой нет. А прямо здесь, в этом же городе, в подвале, гремит цепями злой как черт Святополк, у которого в Киеве полно тайных сторонников. Бояре понимают, если сейчас сторонники Святополка узнают, что Владимира больше нет, они мгновенно взломают двери темницы и выпустят этого монстра на волю. И Святополк тут же захватит престол, а всем верным слугам Владимира просто отрубят головы. Нужно выиграть время. Смерть князя решают засекретить. Летопись описывает этот момент так, что мурашки бегут по коже. Чтобы никто из челяди и горожан не увидел, как из парадных дверей выносят гроб бояре ночью, идут на безумный шаг. Они проламывают дыру в деревянном полу княжеских покоев. Тело покойного Владимира тайно спускают вниз, заворачивают в ковер, грузят на телегу и под покровом темноты везут в Десятинную церковь. Они пытались скрыть смерть правителя от его собственного старшего сына. Но, как говорится, Киев – город маленький. Слухи разносятся быстро. И эта конспирация бояр с треском проваливается. Святополк все узнает. Двери тюрьмы открываются, и обиженный сын двух отцов выходит на свободу. Князь умер. Да здравствует новый князь! Друзья мои, давайте, прежде чем включить режим сыщиков, пошагово восстановим события той роковой недели, когда Русь замерла в секунде от грандиозного взрыва. Итак, двери киевского подвала открываются, и на свободу выходит старший сын Святополк. Формально, по неписанному обычаю, трон теперь принадлежит ему. Но Святополк парень умный и прекрасно понимает реальное положение дел. Киевская верхушка, бояре и горожане его вообще не любят, они его не знают и откровенно побаиваются. Для них он опасный заговорщик со шведско-польскими связями. Что делает Святополк, чтобы удержать власть? Он включает классического популиста, открывает государственную казну Владимира, выходит на площадь к народу и начинает просто раздавать золото и серебро направо и налево. Киевляне деньги, конечно, берут, кто ж откажется от золота. Но преданности к новому князю все равно пока не испытывают. Летопись прямо пишет: взяли подарки, но сердце их не лежало к нему. Весь город замер в ожидании. А что скажет армия?
А где в это время находится лучшая армия Руси? Та самая профессиональная киевская дружина. Она стоит лагерем на реке Альте, это совсем недалеко от Киева. Возглавляет ее младший любимчик Борис. Накануне они ходили искать кочевников-печенегов. В степи никого не нашли и теперь не спеша поворачивают к столице. И тут прямо в лагерь прилетает шокирующая весть. Отец умер. Святополк уже сидит в Киеве на престоле и вовсю раздает казну. Суровые киевские дружинники – мужики сугубо практичные. Они привыкли воевать, побеждать и получать за это хорошую добычу. Они мгновенно окружают Бориса и говорят ему прямым текстом: «Князь, твой отец умер, но вся реальная военная сила сейчас у нас в руках. Пошли на Киев, мы легко выкинем этого Святополка из его кресла. Ты сядешь на трон, а мы получим свои заслуженные награды и славу. Веди нас». И вот здесь Борис принимает решение, которое ломает дружинникам весь шаблон средневекового мышления. Он категорически отказывается поднимать меч. Борис говорит: «Не подниму я руки на брата своего старшего. Раз мой отец умер, то Святополк теперь мне вместо отца. Я буду ему подчиняться и служить». Реакция воинов была мгновенной и очень циничной. Для закаленных в боях наемников князь, который отказывается драться за власть, это не святой праведник, это абсолютно профнепригодный лидер. Воевать бесплатно за того, кто сам не хочет победы, никто не собирался. Дружина просто разворачивается, плюет и уходит. Огромная армия бросает Бориса прямо в степи и отправляется в Киев устраиваться на работу к Святополку, который как раз сейчас очень удачно раздает деньги из казны. А теперь давайте посмотрим на нашу шахматную доску. Все неоспоримые факты сошлись в одну точку. Святополк сидит в Киеве на престоле. К нему в город только что пришла и присягнула вся профессиональная армия страны. Борис остался стоять на реке. Он практически один в своем походном шатре. С ним лишь горстка личных слуг и совсем юных пажей. Он абсолютно беззащитен и преданно ждет мира от старшего брата. Ярослав затаился на севере в Новгороде, окруженный шведскими наемниками, и ждет, как развернется эта ситуация. И вот в этой звенящей тишине раздается первый роковой удар копьем. Борис убит. Друзья мои, прежде чем мы откроем наше следствие и разберемся, чья рука на самом деле сжимала кинжал, давайте внимательно изучим материалы дела. Нам нужно зафиксировать точные даты и расставить фигуры на шахматной доске. В нашей истории время играет ключевую роль. Это не было убийством по горячим следам в состоянии аффекта. Между захватом власти и трагедией прошел приличный промежуток времени, за который диспозиция сил изменилась кардинально. Давайте просто заглянем в протокол. 15 июля 1015 года в Берестове скоропостижно умирает великий князь Владимир, в Киеве власть мгновенно переходит к Святополку. А 24 июля 1015 года на реке Альте убивают Бориса. Разница 9 дней. За эти 9 дней первая фигура на нашей доске успела зацементировать свои позиции намертво. Итак, фигура номер 1 – Святополк. Он абсолютный триумфатор. Давайте посмотрим, кем был и чем владел Святополк к моменту этой роковой ночи 24 июля. Это принципиальный момент для нашего расследования. Заняв престол 15 июля, Святополк сразу же открывает государственное хранилище. Он не сидит в страхе за закрытыми дверями. Он планомерно изо дня в день раздает деньги киевлянам и боярам, покупая их лояльность. А потом происходит ключевое событие. Та самая элитная киевская дружина, которая стояла в степи с Борисом, отказывается воевать за своего нерешительного командира. Они собирают вещи, снимаются с лагеря и идут в Киев. Дорога от реки Альты до Киева занимает всего около 2 дней, то есть уже 18-19 июля вся профессиональная армия страны входит в столицу. Святополк щедро засыпает пришедших дружинников золотом из отцовских запасов. Происходит классическая сделка. Армия признает Святополка своим законным князем и вождем, а он гарантирует им статус и богатство. Итог экспертизы на 24 июля. Посмотрите на картину в целом. Накануне убийства Бориса Святополк – это не паникующий заговорщик, который боится собственной тени.
Святополк к 24 июля – это легитимный, признанный и невероятно сильный правитель. Он сидит в столице, за его спиной стоят мощные каменные стены, в его руках все ключи от государственной казны. А главное, на его стороне теперь воюет вся регулярная армия Руси. Он полностью выиграл этот раунд. И вот теперь, когда фигура Святополка прочно зафиксирована в статусе абсолютного победителя, мы переводим взгляд на другую сторону. Туда, где на реке Альте остался беззащитный Борис. И если мы посмотрим на Бориса глазами любого нормального политика или военного того времени, мы увидим удивительную вещь. Этот парень больше вообще не конкурент в борьбе за престол. Он полностью вышел из игры. Почему? Давайте разжуем это буквально на пальцах. Он добровольно отказался от власти. Борис официально и прилюдно заявил, что воевать со старшим братом не будет, и признает Святополка своим законным правителем и новым отцом. У него больше нет армии. Та самая элитная киевская дружина, которая могла бы снести Святополка за один день, просто ушла. Солдаты бросили Бориса, потому что им нужен был вождь, который готов драться, а не молиться. Он абсолютно беззащитен. Борис остался на реке без крепостных стен, без рвов, без охраны. Он сидит себе в обычном тканевом походном шатре посреди дикой степи. С ним лишь горстка слуг, поваров и совсем юных пажей. Понимаете? Борис не просто не опасен, он безоружен и очень даже лоялен. Ему не нужно было посылать ультиматум, его не нужно было осаждать. Все, что ему было нужно, это просто жить своей жизнью где-нибудь в Ростове. Но дальше, если верить официальным летописям, происходит то, что навсегда изменит историю Руси. Итак, официальная версия убийства по материалам повести временных лет. Итак, ночь на 24 июля 1015 года. В своем шатре Борис, предчувствуя беду, горько плачет и молится перед иконами. Он ложится спать. В это время к его лагерю бесшумно подкрадывается банда киллеров. Это вышгородские бояре во главе с человеком по имени Путша, которых тайно нанял и прислал из Киева Святополк. Они окружают беззащитный шатер, достают копья и начинают насквозь протыкать ткань палатки, целясь в спящие силуэты. А внутри начинается кровавый хаос. Любимый слуга Бориса, молодой парень по имени Георгий Угрин, венгр, пытается закрыть князя своим телом. Копья пробивают и его. Кстати, на шее у Георгия была массивная золотая гривна, подарок Бориса. Убийцы не смогли расстегнуть замок на шее умирающего юноши, поэтому просто отрубили ему голову, чтобы забрать это золото. Окровавленного, едва дышащего Бориса заворачивают в шатер, грузят в телегу и везут в Киев. Святополк, узнав, что брат еще жив, впадает в панику. Он отправляет навстречу телеге 2 варягов, скандинавских наемников, с приказом закончить работу. Те нагоняют телегу. Один из варягов выхватывает меч и вонзает его прямо в сердце Бориса. Все кончено. Борис мертв. Святополк забирает власть, а мир получает первую невинную жертву этой гражданской войны. А теперь главный вопрос. Красивая, трагическая, очень подробная христианская история. Нам в деталях расписали каждый вздох Бориса и каждую каплю его крови. Но если мы включим холодный детективный разум, у вас неизбежно зашевелится куча вопросов. Зачем Святополку совершать этот дикий, бессмысленный самострел? Зачем убивать того, кто уже сдался и отдал тебе армию? Зачем добивать его на глазах у свидетелей? Давайте переведем этот 11 век на наш современный и понятный язык. Представьте простую жизненную аналогию. Вы боретесь за пост генерального директора огромной многомиллиардной корпорации. Основатель компании умер. Начинается жесткая дележка кресла. И вот вы, старший наследник, побеждаете. Вы заняли главный офис, переоформили на себя все счета. А служба безопасности компании, совет директоров и лучшие юристы официально присягнули вам на верность. Все, вы абсолютный босс, у вас в руках печать и ключи от сейфа. Ваш младший брат, бывший любимчик покойного босса, у которого не осталось ни одной акции и ни одного охранника, присылает вам официальное письмо. «Брат, ты босс, я ухожу на пенсию, отказываюсь от любых претензий на кресло директора и уезжаю жить на дачу, буду выращивать помидоры. Искренне желаю тебе удачи».
И что делаете вы в официальной версии? Вы отправляете к нему на дачу киллеров в масках, которые демонстративно на глазах у всех домашних и соседей жестко забивают его битами в его собственной постели. Внимание, вопрос. А зачем? Вы уже победили, у вас есть все. Ваш конкурент официально сдался, подписал все отказы от акций и не представляет вообще никакой угрозы. Если вы пойдете и убьете его, вы мгновенно превратитесь в глазах общественности в безумного маньяка. Против вас возбудят уголовное дело, инвесторы в панике заберут деньги, акции вашей корпорации рухнут на дно, а деловые партнеры объявят вам бойкот. Вы своими руками разрушите свой собственный триумф. В каком случае человек совершает такой поступок? Либо вы абсолютно клинически безумны, и у вас полностью отсутствует логика, либо вашего доброжелательного брата на этой даче убил кто-то другой, но сделал все так, чтобы все подумали именно на вас. И вот тут, друзья мои, наше следствие делает крутой поворот. Так вот, раз уж мы решили провести честное расследование, давайте не будем зацикливаться на одном святополке. Перед нами список из еще 3 сыновей Владимира. У каждого из них теоретически могли быть свои виды на Киев. Давайте добросим их по очереди и оценим их мотивы, алиби и возможности. Итак, подозреваемый номер 1 – младший брат Глеб Муромский, юный идеалист из дремучих лесов. Досье – подросток, сидит в лагере под Муромом, безумно любит отца и Бориса. Мотив – 0 из 10. Глеб и Борис – родные братья от одной матери, болгарыни. Они были невероятно близки. Глебу власть не была нужна в принципе. Он рос в атмосфере абсолютного доверия к старшему брату и боготворил его. Убивать своего кумира ради престола – полный бред. Его алиби железобетонное. В июле 2015 года Глеб находился почти за 1000 километров от места убийства, на берегу реки Оки под Муромом. У него нет ни огромной армии, ни сети шпионов. Его собственная дружина слишком мала, чтобы провернуть такую спецоперацию под Киевом. Итак, вердикт следствия. Подозреваемый полностью невиновен. Глеб не убийца. Глеб – следующая жертва в этом списке. Вычеркиваем. Подозреваемый номер 2 – Мстислав Удалой, тот, который в Мутаракане. Это суровый боец, без правил, с южных морей. Досье, помним, да? Правитель Мутаракани. Самый дикий, богатый и веселый курорт того времени. А Мстислав там целыми днями воюет с кавказскими племенами, пирует и наслаждается жизнью. Мотив – 3 из 10. Мстислав, конечно, парень амбициозный, драться любит, но Киев его на тот момент вообще не интересует. Ему отлично живется на юге. У него там своя Черноморская империя, вино льется рекой, а местные горцы платят ему дань. Зачем ему лезть в киевские разборки? Алиби идеальное. На дворе лето 2015 года. Мстислав по уши занят войной на Кавказе. Чтобы отправить киллеров на реку под Киевом, ему нужно было послать их через бескрайние степи, контролируемые враждебными печенегами. Физически отправить спецназ на такое расстояние незамеченным было бы просто невозможно. Вердикт следствия. Алиби подтверждено. Мстиславу было просто лень заниматься этой киевской суетой. Вычеркиваем. И на сцену выходит подозреваемый номер 3. Ярослав. Тот самый мудрый. Хромой интеллектуал с ледяным расчетом. А вот теперь, друзья мои, в допросной комнате становится по-настоящему жарко. Садитесь поудобнее. Итак, досье. Сидит на севере в Новгороде, не платит отцу налоги, копит шведское серебро. Мотив? 10 из 10. Ярослав единственный из всех братьев, кому смерть Бориса была выгодна, жизненно, критически, прямо здесь и сейчас. Давайте вспомним предысторию. Ярослав сидит в богатом Новгороде и отказывается платить Киеву ежегодную дань – 2000 гривен серебра. Это колоссальные деньги, горы драгоценного металла. Из-за этого его отец Владимир уже собрал армию, чтобы идти на Новгород карательным походом. И тут Владимир умирает. На киевский престол садится Святополк. Да, Святополк присылает Ярославу ласковое письмо: «Брат, я тебя люблю, давай жить дружно». Но Ярослав прагматичный политик и прекрасно понимает реальное положение дел в Киеве. Святополк, чтобы задобрить киевлян и армию, только что полностью опустошил киевскую казну. Он раздал все золото до последней монеты.
У Святополка в бюджете огромная черная дыра, а под рукой голодная армия, которой нужно платить за верность каждый месяц. Как вы думаете, где Святополк планировал взять эти деньги? Правильно, он неизбежно пришел бы к Ярославу и сказал: «Дорогой брат, ласковые письма – это хорошо, но долг платежом красен. Быстро возвращай новгородский налог в Киев». И причина номер 2 – скандинавский тупик. Викинги тоже хотят кушать. Вы спросите: ну хорошо, а почему Ярославу было просто не отдать эти деньги Святополку и закрыть вопрос? А потому что этих денег у Ярослава уже физически не было. Готовясь к войне с отцом, Ярослав нанимает на севере огромную, голодную и очень злую армию из шведских викингов. Они сидят в Новгороде и каждый день требуют плату. Ярослав уже спустил все налоги на их содержание. Посмотрите, в какой капкан попал Ярослав. Если он отдает 2000 гривен серебра Святополку, ему нечем платить шведам. И тогда разъяренные викинги просто сожгут и разграбят Новгород. Если он оставляет шведов у себя и отказывается платить Киеву, это автоматическая война. Но уже тогда, когда Святополк будет силен и готов к ней, у Ярослава просто не было выхода. Ну и самый важный фактор – человеческий. Друзья мои, а теперь давайте включим не холодную логику политиков, а простую человеческую эмпатию. Поговорим о людях. Ведь древнерусская дружина – это не бездушные роботы и не безликие солдаты из компьютерной игры. Это живые люди. Да, они ушли от Бориса и присягнули Святополку. Но давайте честно, они сделали это не потому, что предали Бориса и стали хуже к нему относиться. Просто они профессиональные военные, суровые, сильные мужчины. Они не могли оставаться с кротким Борисом в степи, чтобы вместе с ним молиться и условно выращивать помидоры. Им нужно было дело. Им нужно было оставаться армией, и они пошли в Киев выполнять свою работу. Но в душе они продолжали искренне любить и уважать и ценить своего Бориса. Он остался для них своим парнем, светлым и чистым. А теперь давайте представим, как развивались бы события по-человечески, если бы все играли честно. Борис спокойно уезжает в Ростов, молится, занимается обустройством города, живет мирной жизнью и вообще не лезет в политику. Святополк сидит на Киевском престоле, он не трогает младшего брата, они регулярно переписываются, поздравляют друг друга с праздниками и дружат городами. Армия при этом преданно служит Святополку в Киеве. И у солдат на душе абсолютно спокойно, их совесть чиста. И их любимый Борис жив, здоров, в безопасности. Старший брат его уважает, в стране мир и гармония. И вот если в этой идеальной картине Святополк вдруг скажет дружине: ребят, у нас там на севере Ярослав налоги зажал. По коням, пошли накажем бунтовщика. Армия соберется за 5 минут. Они пойдут на Новгород с легким сердцем и чистой совестью, потому что они защищают законную власть и правое дело. И для Ярослава на далеком севере это был самый страшный кошмар. Пока на юге все хорошо, пока армия доверяет Святополку, а Борис в безопасности, Ярослав остается единственным плохим парнем в этой истории, нарушителем спокойствия, которого рано или поздно просто сотрут в порошок. Ярославу нужно было во что бы то ни стало разрубить эту человеческую связь, сломать этот мирный пазл. Ему нужно было сделать что-то настолько ужасное, чтобы у киевских дружинников навсегда пропало желание защищать Святополка. И это что-то – убийство Бориса. Представьте шок этих суровых воинов, когда они узнают, их мирный, беззащитный любимчик Борис, который никому не желал зла, зверски убит. А все улики указывают на то, что приказ отдал Святополк. В ту же секунду вся человеческая преданность армии к Святополку испаряются. Да, они остаются в Киеве, но Святополк для них больше незаконный лидер. Он где-то убийца, чудовище и психопат. И умирать за такого человека в случае войны никто из них больше не станет. Ярослав одним ударом разрушил эту душевную гармонию юга, морально обезоружил Святополка и открыл себе дорогу на Киев. Друзья мои, давайте на секунду остановимся. Все, что мы сейчас обсуждали, это лишь наши логические выводы и сопоставление фактов.
В реальной жизни запросто могло оказаться так, что Святополк действительно был просто безумным маньяком и глупцом. Он мог вообще не подумать о последствиях, поддаться панике и действительно убить брата. Мы с ним лично не общались, поэтому ничего гарантировать не можем. Мы просто порассуждали, кому вся эта трагедия принесла самую большую выгоду. Но смотрите, какая получается штука. Против Святополка выступают наши официальные летописи. Тут все понятно. Их писали уже при Ярославе. Историки называют эти летописи древнейшим летописным сводом. А вот против самого Ярослава есть документы уже совсем другого толка. Это не хвалебная церковная ода, а отчет реальных скандинавских головорезов. Давайте объясним простым человеческим языком, что же это за бумага. В Исландии веками хранится документ, который называется «Сага об Эймунде». Эймунд – это реальный вожак шведских наемников, викингов, которых Ярослав нанимал на службу. И эти суровые киллеры в своих мемуарах буднично хвастаются. Мы пошли ночью к палатке брата Ярослава, завалили ее, перебили всех внутри, отрубили князю голову, завернули в плащ и принесли лично Ярославу как доказательство выполненной работы. А Ярослав молча принял голову и щедро выплатил нам серебро. И знаете что? Шведам на родине вообще не было смысла врать и выдумывать эти ужасы. Для них это был не пиар-проспект, а просто внутренний рабочий отчет. Приплыли на Русь, выполнили грязный заказ, получили честно заработанное серебро, уплыли домой. Обычные будни наемников. И вот, друзья мои, перед нами два документа. Наша летопись и скандинавская. Какой верить? А вот верить на 100% мы не обязаны ни одному из них. С нашей повестью временных лет все очевидно. Ее окончательный вариант дописывался и редактировался уже потомками Ярослава Мудрого. Понятно, что в официальной истории, написанной по заказу династии, Ярослав должен был остаться исключительно благородным мстителем, а Святополк – стопроцентным злодеем. Другой версии там просто не могло появиться. Но стоит ли слепо верить скандинавским источникам? Тоже нет. Во-первых, эта сага записывалась далеко не по горячим следам, а гораздо позже самих событий. А во-вторых, шведы там знатно намахлевали с отрезанной головой. В саге черным по белому написано: наемники привезли князю Ярислейфу, так они на свой лад называли Ярослава, отрезанную голову его брата Бурицлава, Бориса, видимо, в качестве доказательства. Ярослав посмотрел на нее холодными безжалостными глазами и молча выплатил шведам гору серебра. Но мы абсолютно точно знаем исторический факт. Бориса похоронили целиком, с головой на плечах. Когда его гробницу вскрывали спустя годы, его лицо было невредимо. Тогда чью голову в плаще принесли Ярославу? Давайте вспоминать нашу летопись. Там ведь упоминается верный слуга Бориса, молодой венгр Георгий. Убийцы отрубили голову именно ему, просто чтобы поскорее снять с шеи золотую гривну. Но вот мог ли Ярослав не узнать подмену? Да запросто. Фотографий в Инстаграме тогда не было. Братья не виделись годами и жили в разных концах страны. Мертвое лицо после долгой дороги могло сильно измениться. Да и мода на прически, бороды тогда была у всех одинаковой. В конце концов, Ярослав мог и так прекрасно знать, что Борис уже мертв. И ему было абсолютно все равно, чью именно голову ему притащили наемники. Главное, что контракт закрыт. Итог расследования. В общем, друзья мои, летописи летописями, а мы в этом расследовании больше доверяем сухой логике. Вы можете верить во что хотите, а я верю в то, что кажется логичным мне. Но наше дело на этом не заканчивается. Мы закрываем папку с делом Бориса и идем дальше. Ведь на очереди у нас вторая жертва этой страшной семейной драмы – младший брат Глеб. Друзья мои, а теперь давайте представим себе Святополка в те дни. Напряжение в Киеве можно было резать ножом. Бориса нет. В Киеве об этом уже все шепчутся, а вот в глухом Муроме, где сидит младший брат Глеб, еще ничего не знают. Что делает Святополк? Он пытается изображать идеального правителя, устраивает пиры, заваливает киевлян подарками и деньгами, пытаясь банально купить их лояльность. Но на душе у него, поверьте, было паршиво. Он понимает, земля под ногами горит. И вот тут случается самый страшный человеческий излом.
Давайте на секунду представим, что Святополк не убивал Бориса. Допустим, Бориса убрал кто-то другой. Но Святополку от этого не легче. Он сидит на киевском троне, а значит, в глазах всей Руси именно он главный подозреваемый. Святополк понимает, в Муроме сидит Глеб, а Глеб – родной брат убитого. И по суровым законам того времени Глеб просто обязан объявить Святополку кровавую месть. Объяснить Глебу, что это не я, бесполезно, никто не поверит. У Святополка просто не остается выбора. Он загнан в угол. Либо он прямо сейчас уберет Глеба, пока тот ничего не знает и сидит без сильной охраны, либо Глеб придет и убьет его самого. И Святополк принимает решение. Глеб находится в своем городе Муроме. Муром – это стены, охрана, верные люди. Если Святополк просто пошлет туда армию, это будет громкая, долгая война на глазах у всей Руси. Святополку нужно сделать так, чтобы Глеб сам вышел из своей крепости, причем без оружия и без охраны. Что делает Святополк? Он врубает режим абсолютной секретности и придумывает гениальный обман. Итак, шаг первый. Святополк отправляет Глебу ласковую весточку. «Брат, наш отец Владимир тяжело заболел и лежит при смерти. Он плачет и зовет тебя в Киев, чтобы проститься». А важная деталь. Святополк намеренно молчит о том, что отец уже умер, а Борис убит. Полная информационная блокада. Шаг второй. Глеб – любящий сын. Получив такое письмо, он не думает о войне. Он не берет с собой дружину. Он просто берет пару слуг, садится в ладью и на всех парусах плывет в Киев обнять больного отца. Он добровольно выходит из своей безопасной крепости. Шаг третий. Святополк отправляет навстречу Глебу отряд своих преданных людей – киллеров. Они должны перехватить ладью Глеба по дороге посреди глухой реки, в лесу подальше от чужих глаз, где парню никто не сможет помочь. Друзья мои, давайте перенесемся в Новгород и посмотрим на Ярослава. И давайте я сразу скажу вам одну вещь, прежде чем выяснить, кто убил Глеба, да и вообще объяснять, что же было дальше. Давайте я сделаю вам один очень прозрачный намек. Я уверена, просто уверена, что Бориса убил один очень мудрый человек. Не маньяк, не дурак, не психопат, который просто взял и натворил дело от страха. Это сделал кто-то очень мудрый. И сделал, конечно же, не своими руками. В общем, вы намек поняли, да? И вот теперь смотрим на Новгород. Там сидит Ярослав Мудрый. Что он видит перед собой? Он видит, что его главный и самый опасный соперник Борис ликвидирован. План сработал идеально. В Киеве сидит Святополк, который от паники скупает лояльность людей за золото. И вся Русь сейчас считает убийцей именно Святополка. Ярослав чист, как стеклышко. И вдруг Ярослав узнает, что Святополк отправил фальшивое письмо младшему брату Глебу в Муром, чтобы выманить его и убить. Друзья мои, откуда в далеком Новгороде Ярослав вообще узнает о планах Святополка? Давайте назовем ее одним именем – Предслава. И да, это родная сестра Ярослава Мудрого. Позвольте мне не рассказывать вам сейчас ее личную историю. Она безумно интересная, но уж очень слишком сложная, летописная и навороченная. Мы просто хотим не тратить наш драгоценный хронометраж. Почему Ярослав решает вмешаться? Зачем он вообще отправляет Глебу своего гонца с предупреждением: «Брат, стой, тебя обманули, беги ко мне на север». Зачем оно ему надо? А надо это было ему вот зачем. Ярославу Глеб вообще никак не мешает, наоборот. Живой Глеб для Ярослава в этот момент на вес золота. Посудите сами. Глеб – родной брат убитого Бориса. Если Ярослав успеет его спасти и привести к себе в Новгород, он получит идеального союзника. Глеб узнает, что Ярополк убил его любимого брата. Глеб будет в ярости. Он объединит свои войска с Ярославом, и они вместе пойдут мстить Киеву. Воевать вдвоем куда легче. Ярослав может объявить на всю Русь: «Смотрите, я защищаю младшего брата от киевского тирана». Это дает Ярославу железный, святой повод начать войну за престол. Поэтому Ярослав отправляет погоню за Глебом не ради братской любви, а ради холодного политического расчета. Ему кровь из носу, нужно успеть перехватить Глеба раньше, чем это сделают киллеры Святополка. Ему нужен живой Глеб на его стороне. Но, к несчастью для Глеба, хромой Ярослав со своим гонцом просто не успел.
Святополк оказался быстрее. Представьте себе, юный Глеб сидит в своей ладье посреди тихой реки. Он раздавлен новостями. Он только что узнал, что любимого отца больше нет, а родного брата Бориса зверски убили. Мальчик просто плачет и молится. Он находится в полном шоке и оцепенении. И в этот самый момент выплывают корабли с киевскими убийцами во главе с верным слугой Святополка, боярином Горясером. Они берут лодку Глеба на абордаж. Маленькая дружина князя готова драться до последнего. Но сам Глеб, парализованный горем, запрещает им обнажать мечи. Он не хочет новой крови и слепо верит, что со старшим братом можно договориться. А дальше происходит то, от чего буквально стынет кровь. Киевские наемники даже не хотят пачкать собственные руки у беззащитного подростка. Они находят самого уязвимого человека на корабле, личного повара Глеба, которого звали Торчин. Убийцы приставляют к горлу повара меч и ставят ультиматум: либо ты сейчас убиваешь своего князя, либо мы прямо здесь вырежем всех, включая тебя. И Торчин ломается. Перепуганный слуга достает обычный кухонный нож, подходит к плачущему мальчику и перерезает ему горло. Летописец скажет об этом жутко и просто. И закололи его, как непорочного ягненка. Тело Глеба убийцы даже не соизволили по-человечески предать земле. Они просто выбросили его на пустынный берег реки и забросали сверху сухими ветками и хворостом, словно какой-то мусор. Только спустя несколько лет тело найдут и тайно вывезут в Вышгород, чтобы похоронить рядом с Борисом. Святополк в Киеве вздыхает с облегчением. Главный потенциальный мститель убран, болгарская ветвь наследников полностью ликвидирована. Он думает, что зачистил поле и закрепил свою власть. А на далеком севере, в Новгороде, Ярослав уже собирает войска. Маски сброшены. У него на руках идеальное алиби, поддержка народа и святое законное право на месть. В ту туманную осень 1015 года ни один из них еще не знал, какие роли им приготовила история. Святополк не подозревал, что его имя навеки станет синонимом подлости, а страшное прозвище «Окаянный» прилипнет к нему, как несмываемое клеймо на 1000 лет вперед. А Ярослав не знал, что войдет в учебники как великий правитель, просветитель и строитель храмов под величественным именем Мудрый. Но тогда, осенью 1015 года, они об этом не думали. Они только точили мечи и готовились к страшной кровавой войне за власть, которая захлестнет всю Русь. А вот о том, как развернется эта битва, кто в ней победит и при чем здесь гордая шведская принцесса, мы поговорим уже в следующей серии.